Спасибо за ваши комментарии к предыдущему видео. Они нужны не только для алгоритмов YouTube, но и для нас. Мы всегда внимательно их читаем и благодарны за ваши идеи. Это видео появилось благодаря вам и вашей обратной связи. Продолжим тему, как звонить по аудио и видео в условиях блокировок WhatsApp и Telegram. FaceTime – фирменное решение Apple для видеосвязи. Главная особенность – полная интеграция с экосистемой Apple и возможность звонить даже на Android через веб-ссылки. И сделать это довольно просто. В главном меню есть функция «Новый вызов». Нажимаем, и здесь приложение предложит нам выбрать контакт, как в обычном телефоне. Но можно просто нажать на значок ссылки в нижнем левом углу и поделиться ей любым доступным способом. Ваш собеседник перейдет по ней и сможет общаться с вами через браузер. Microsoft Teams – корпоративный мессенджер от Microsoft. Здесь можно создать ссылку и отправить ее тому, с кем хочешь поговорить. Он может открыть ее прямо в браузере. Принцип тот же, что и у Google Meet. Устанавливаем приложение, и тут потребуется регистрация с использованием вашей почты. После нее мы знакомимся с возможностями Teams, можем подредактировать свою учетную запись, и все, к общению готовы. Нажимаем «Начать общение» и можем выбрать способ, которым поделимся ссылкой с тем, с кем будем общаться. Набор стандартный. Дальше присоединяемся к собранию и ждем участников. IMO. IMO. Американский мессенджер. Заявленные преимущества – низкое потребление трафика и хорошее качество связи даже при слабом интернете. Минусы – регистрироваться придется с помощью номера телефона. Устанавливаем, и сразу потребуется пройти регистрацию с подтверждением своего номера телефона. Дальше приложение попросит доступ к контактам, чтобы можно было не посылать ссылки, а выбирать прямо из телефонной книги, если у собеседников установлен этот мессенджер. Можно добавить новый контакт, ввести номер телефона вручную или поделиться ссылкой, например, через WhatsApp. Или выбрать звонок через глобальную сеть и поделиться QR-кодом или ссылкой разными способами. Kit. Относительно молодой P2P мессенджер. Приватность и end-to-end шифрование по умолчанию. Децентрализованная архитектура без серверов. Позволяет создавать приватные комнаты для общения. Для регистрации номера телефона не требуется. После установки он сам познакомится со своими преимуществами, и можно будет зарегистрироваться. Никаких данных не понадобится. Даже отображаемое имя может предложить рандомно. А вот юзернейм уже надо будет придумать оригинальный. Завершаем настройку, и можно начинать общаться. Здесь нужно будет создать групповой чат, название, описание, и потом уже в него приглашать участников. Жмем на иконку в верхнем правом углу. Можно выбрать срок, через который ссылка станет недействительной, и отправить ее по удобному способу связи. Ну или воспользоваться QR-кодом. TwinMe – французский мессенджер, фокус на приватность. Регистрация без номера телефона. В бесплатной подписке можно созваниваться друг с другом, в платной уже доступны групповые звонки, повышенная безопасность и другое. Устанавливаем, проходим быстрое знакомство и сразу попадаем на приглашение контакта. Но создать профиль все же придется. Понадобится и имя, и отображаемая фотография. После этого переходим в чаты, и уже тут по команде «Пригласить контакт» можно будет сформировать и QR-код, и ссылку приглашения. Отправляем пользователю мессенджера и общаемся, удостоверив, что это действительно желательный звонок. Simplex – мессенджер без пользовательских идентификаторов. Никакой регистрации, ни номеров, ни email. Полная анонимность, никаких привязок к личности. Связь через одноразовые QR-коды. Правда, есть сообщения о блокировках в России и нестабильной работе. Ссылку на полный обзор оставлю в описании. Устанавливаем, проходим быструю регистрацию, а дальше все просто. Создаем новый чат, можно выбрать, например, одноразовую ссылку, если вы инициатор звонка, или вставить ссылку, если ее прислали вам. Дальше появится QR-код и сама ссылка. С ними вы уже знаете, что делать. Отправляем и ждем, когда собеседник подключится. Элемент. Британский клиент протокола Matrix. Регистрация без номера телефона, только юзернейм и пароль. Доступен для разных платформ, присутствует также на F-Droid. У нас на канале есть целый курс по этому мессенджеру, ссылку, конечно, оставлю в описании.
Устанавливаем его и создаем учетную запись. Здесь он предложит выбрать сервер, оставлю по умолчанию. Можно создать учетку с нуля или войти удобным способом, но тогда вы предоставите данные своих действующих учетных записей. Готово. И тут уже идем по проверенному пути. Жмем «Начать чат». Можно попробовать поискать контакты, а можно пригласить в чат уже знакомыми нам способами. Отправляем ссылку, получаем входящее уведомление, жмем «Присоединиться» и все. Можно общаться. Видео и аудиозвонки в верхней части экрана. Ну и в завершении чати. Российская разработка как ответ на блокировки зарубежных мессенджеров. Здесь также мы показываем его просто как альтернативу, работающую возможность, а не как рекомендацию. Он также кроссплатформенный. После установки создаем нового пользователя. Понадобится в принципе только ввести имя и все. Ну а дальше он сам подскажет, что делать. Жмем «Новый контакт», получаем QR-код и ссылку, добавляем контакты и общаемся. Конечно, есть еще возможности. Все меняется, и в формате видео сложно держать руку на пульсе. По ссылке в описании есть большая статья на сайте Теплицы от наших экспертов по безопасности. Там вы можете ознакомиться не только с инструментами, но также с предысторией темы, контекстом и перспективами развития ситуации. А еще приглашаем вас на нашу конференцию «Опилки», посвященную тому, как меняется интернет-пространство и что делать в условиях нарастающей изоляции и контроля. Обратите внимание, что мероприятие проходит в закрытом формате. Все подробности и ссылка для записи в описании к видео. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.